Учителя – те самые люди, которые вас просвещают в учебной сфере, помогают вам познать русский язык, литературу и ваш окружающий мир. По сути, учителя нужны, будут всегда, ведь кто, если не они, научит вас заниматься знанием, которые вам в будущем пригодятся. И учителям все доверяют, особенно родители. Ведь кто, если не учитель, может рассказать родителям про своего чада, что где и как он напортачил, и вы не будете подозревать своего учителя в том, что он, возможно, причастен к исчезновению ваших одноклассников или детей с параллельного класса. Никто и не подумает на учителя, ведь она тихо и спокойно работает. Да, бывает поднимает голос на тех, кому это надо, но все же тихо и спокойно. Но подозревать ее или его в этом никому не мешает. И хай, народ, у аппарата я Несменный его ведущий, я Дэнфоб. и всех с наступающим. И сегодня видеоролик будет посвящен такому персонажу, как Лилия Павловна. Мне кажется, что она как-то причастна к исчезновению детей с поселка. Ведь на ее так и не подумаешь, ведь себя ведет тихо, работает себе учителем и работает, только тунеядцев и трогает. Но мне кажется, она носит, как говорит нам Алиса, что люди в поселке носят человеческие маски. Так что, возможно, Лилия Павловна как раз по этому адресу. Сегодня наша цель разобрать, кто она и как она относится к главному герою Антону. И когда в игре мы можем ее заметить. Ну а перед тем, как я начну, я прошу тебя всего пару простых действий. Это подписаться на мой канал, поставить лайк на этот ролик, ведь я старался над его созданием, и написать комментарий, абсолютно любой. Мне будет очень приятно, ну а я, не смею томить, приступаю к самой сути. Лилия Павловна, кто же она такая? Преподавательница русского языка и литературы. Классная руководительница Антона, властная и строгая, но по-своему справедливая женщина. Держит класс в ежовых рукавицах, приструняя хулиганов и забияк, но при этом закрывает глаза на проделки своей дочки Кати. Смирнова Лилия Павловна, классная руководительница 6 Б класса, в котором учится Антон, и одна из второстепенных персонажей визуальной новеллы «Зайчик» является матерью Кати Смирновой. Лилия Павловна выглядит как женщина 40-50 лет со строгим и четким внешним видом. Она носит очки в оправе, лисий глаз или лисички и серьги, одета в пиджак и юбку, волосы темные, средней длины, связанных в пучок на затылке. Лилия Павловна серьезный и строгий классный руководитель старой закалки. Во время разговора с Антоном в тупичке у раздевалки Полина сравнивает ее с военным маршем. Учительница весьма строга по отношению к своим ученикам, и ее характер. При этом она справедливо старается пересекать травлю со стороны хулиганов и разборки между детьми в школе. Как только увидит ее справедливость, однако, не касается своей дочери Кати, которую она очень любит и балует, а также назначила старостой класса. После переезда в поселок Антон Петров был записан в класс Лилии Павловны. Когда он впервые с ней заговорил, учительница спросила, кто он такой, а затем, получив ответ, что его зовут Антон Петров и он новенький, она уходит проверить информацию, попросив героя пока подождать в классе. Вскоре Лилия Павловна возвращается и говорит ему сесть за одну парту с Семеном. Но хулиган отказывается принимать нового соседа по парте, несмотря на угрозы Лилии Павловны и ее слова о том, что за такую наглость Бабурин останется Дежурить после уроков. Желая остановить конфликт, Антон предложил посадить его за последнюю парту, что успокаивает учительницу, и она соглашается поступить так. На следующий день после пропажи Семена в школу приходит лейтенант Тихонов. Когда он спрашивает у главного героя, знаком ли он с пропавшим, Катя наябедничала,
про потасовку в школе, но Лилия Павловна заступилась за мальчика, объяснив, что Бабурин был проблемным ребенком и часто задирал других детей. Случаи вражды с хулиганами, когда Рома, Бяша и Катя загоняют Антона в угол на заднем дворе, Лилия Павловна невольно спасает мальчика благодаря силе амулета, который он взял у Полины, и этот выбор зависит в игре. Выглянув из окна, она зовет Пятифанова, таким образом дав время ретироваться и избежать колота ножевых ранений. Дочь Лилии Павловны, ее учительница, очень любит, и эта любовь практически не знает меры. Она всячески балует девочку, закрывая глаза на ее проказы и прочие нехорошие действия, вроде как сплетен и травли окружающих, и даже назначив старостой класса. Похоже, что именно такая неумеренная забота о своем ребенке привела к тому, что у Кати испортился характер, и она стала злорадной манипуляторшей, обожающей стравливать других людей и наслаждаться их конфликтами. Лилия Павловна, может быть, она маньяком, или же нет. В интернете ходит слух, что она может быть Алисой или же хозяином леса. Как описывает Антон, хозяина леса, что он похож на взрослого, то бишь это может быть Зайчья губа, Тихонов, Харитон, подозреваемых много, и круг может... Тут остается гадать и гадать, но тут я заметил такую деталь, что Алиса и хозяин леса уж очень хорошо ладят, и как говорит нам Алиса, что... Когда мы с ней, нас никто не тронет, так что, возможно, хозяин леса – это Лилия Павловна, а Катя – это Алиса. Но у Кати глаза к Алисе не подходят, и большинство думают, что Алиса – это Полина. Да, создатели нас конкретно запутали. Как же Лилия Павловна относится к остальным? Давайте я вам расскажу. В игре вы все можете заметить. На манеру речи и как она с ними себя ведет. На Антона, как я понимаю, она относится нейтрально. К Ромке и Бяшу, тоже нейтрально, но большинство как к хулиганам. И есть еще мод на игру «Зайчик». И там вы можете заметить, что Ромка и Бяша могут не пойти в школу, просто уйти из дома и вместе гулять по тем местам, где их никто не увидит, и не скажет их родителям, что вот, мол, все в школе, а они оттираются по улице, так что они уже все знают и понимают, и гуляют по лесной чаще, К Полине она относится, как мне кажется, хорошо, ведь Полина послушная девочка, и не будет же она относиться к такой воспитанной, хорошей девочке плохо. Мне кажется, что нет. Идем далее. Семен Бабурин то еще шило в задницах. Она к нему относится плохо, что мы можем с вами заметить, когда она скажет Антону сесть с Семеном. К остальным детям мы не относимся, ведь Антон знаком с самыми известными, как нам велит сама игра. Так что я не знаю, как там, например, Лилия Павловна относится к Леше или к Саше. Так что мы с вами это вряд ли выясним. А также мы не знаем, работает ли школа допоздна, ведь в селах детей не так много, и все учатся в первую смену. Ведь зачем держать всех допоздна, особенно учителей? А также мы не знаем про Лилию Павловну очень много. Где она живет, есть ли у нее кошка или попугай, есть ли у нее муж, в какой стране у нее дом, сколько вопросов, на которых нету ответа, и по ним может быть столько фанатских теорий, на которые, наткнувшись, можно посчитать, что они правдоподобны. Но еще по поводу Алисы. Помните, Алиса говорила, что в поселке люди носят человеческие маски. Она это имеет к тому, что, например, Лилия Павловна добрая вся такая, а на самом деле она, например, за пределы школы другая, и что теория на то, что она маньяк из поселка, может быть правдоподобной. Ведь правда, она же учитель, не будет она такого делать, родители сразу же такое и подумают, что это 100 пудов не она, а кто-то другой, но точно не она. Это, видать, ошибка. Вот она с родителями часто это обсуждает, и у них появляется свой образ доверия, и все
ты ей будешь доверять как родному. Ну а я вам рассказал, кто такая Лилия Павловна и что она, возможно, не та, за кого себя выдает. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. Напишите в комментариях кодовые слова Лилия Павловна. И тогда я буду знать, что не зря делаю ролики таким подробными, и буду тогда рад, что большинство смотрит их до конца. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и всех с наступающим. И всем пока. До новых встреч.